Нет теперь Икеи и нет такой идеи. Это все фуфел. Российский бюджет не засохнет. На уши лапшу себе вот эту вот вешали, все становится рыхлым и все сыпется. Нету доходов. Огромный дефицит продовольствия в мире. Инфляция будет. Ощутили на своих кошельках и на задницах? Замри или действуй с Игорем Рыбаковым. Деньги все равно сгорят. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй лун, чтобы не загореться заживо в этом аду. Привет! Теперь только так будем здороваться, потому что новости будут в начале выпуска всегда хорошие. Ну что, начинаем? Поехали! Зайцы из Ленинградского зоопарка начали менять шубки. Смена окраса происходит очень неравномерно, наподобие домино, пятнышками такими. Кто-то из зайцев уже полностью побелел. На этом хороших новостей больше нема. Ну а те, кто не может поменять шубки как зайки, нечего расстраиваться, так сказать, такие времена. Владимир Путин в пятницу выступил на заседании Совета глав государств СНГ в Астане. И главное заявление Путина следующее. Зачитываю. Первое заявление. Мобилизация в России может закончиться через 2 недели. Ну, вы понимаете, да? В армию призваны более 220 тысяч человек, а не 300, как ожидалось. Интересно, за эти 2 недели 80 тысяч будут призваны или все-таки будут уменьшены квоты? Это первый вопрос. Второе. Вопреки санкционному давлению в первом полугодии 2022 года российский товарооборот со странами СНГ увеличился на скромные 7%. Да. Здесь бы я хотел 70, потому что с другими-то странами был обвал, но тут всего 7% роста. Ну что ж, увеличение всегда лучше, чем падение. Далее Владимир Путин отметил, что активно ведется совместная деятельность по импортозамещению, укреплению технологического суверенитета и предпринимаются усилия для перехода во взаимных расчетах на национальные валюты. На самом деле переход на национальные валюты во взаиморасчетах — это действительно импортозамещение. А то что, $1 кругом, да? Вот. Ну, хотелось бы, правда, чтобы были совместные какие-то инвестиционные проекты там, в энергетику, в промышленность, в производство и так далее. Ну, я думаю, они не за горами. Однако, все, что вот я, например, наблюдаю, это огромное напряжение среди стран СНГ по причине вторичных санкций. Ну, естественно, все страны СНГ очень переживают за то, что сотрудничество с Россией, да, приведет к огромным потерям при взаимодействиях со странами коллективного Запада. Все в ожидании, куда маятник качнется. И с кем же будет сотрудничать Россия в ближайшие годы? Это действительно очень важный геополитический вопрос. Если друзей много, если связанность с другими странами в мире большая, то, как говорится, устойчивость серьезная. Если же мало друзей, мало, и все друзья, ну, такие вот, то ли друзья, то ли как-то, не очень устойчивы. Поэтому на самом деле сейчас требуется большое дипломатическое искусство, большое искусство закулисных переговорщиков, знаете, таких неофициальных и так далее. И самое главное, очень активная позиция предпринимателей и бизнесменов, которые совершают экономические связи вне политического поля. Вот. Поэтому сейчас, друзья мои, предприниматели, дорогие мои братушки, давайте, не смотрите, пожалуйста, на этот фон, настраивайте связи, кооперируйтесь, создавайте совместные проекты. Ну, действительно, кто, если не мы? Есть очень много плохих людей на свете, да, и одна из них — это Икея. Она уволила 10 тысяч сотрудников, да, при общей численности персонала 12 тысяч. Это та компания, которую вы все любите, вы обожаете и так далее. Так вот, сейчас вы все узнаете, вы узнаете правду. В общем, как сообщили в компании, Икея планирует оставить все-таки около 700 сотрудников, чтобы вернуться в Россию через год-два. Кто же ее будет ждать-то? Да? Через год-два мы такой вот кураж возведем, чтобы игнорировать Икею. Никогда не могут вернуться компании, которые вот вышли с таким шумом. Да? А история этого вопроса такова: Икея достаточно долго выходила из России, устраивала распродажи. Вы знаете, сколько моих сотрудников, да, покупали в Икее всякие кухни? Типа по скидке. Они туда деньги закидывали, да, а потом их кидали. И кидали, им давали кухню, там не было части шкафов и так далее. Потом задержка была, и в результате, вы знаете, сколько намучились мои сотрудники с Икеей. Поэтому давайте так. Есть Икея, есть идея.
Все помнят эту рекламу. Так вот, нет теперь Икеи и нет такой идеи покупать мебель в Икее. Вот прямо сейчас в знак протеста против такого варварского и издевательского решения компании Икея я разобью табуретку Икеи на ваших глазах. Дайте мне табуретку, вот ту дайте. Это не Икея. Это не… Ладно, ребят, у меня здесь в офисе нету табуретки, но я сейчас домой приду, у меня дома точно есть табуретки, я разобью. Компания Danone заявила, что планирует все-таки отказаться от своего подразделения по производству молочных и растительных продуктов в России. Компания объявила о передаче фактического контроля и соответствующее заявление разместила у себя на сайте, поэтому, если что, можете сходить и сами почитать. И менеджмент Danone предупреждает всех, и распространите эту информацию, пожалуйста, что любители Активи, Актимель, Актуаль, Биобаланс, Danone, Эвиан, Малютка, Простоквашино, Растишка, Смешарики и так далее, можете не беспокоиться. Все это все останется, 100 тысяч человек не потеряет работу, вот. Поэтому все будет хорошо. Вот, во всяком случае, по заявлениям менеджмента компании Danone. Отдельно хочу сказать, неизвестно, кому компания Danone решила продать бизнес со 100 тысячами сотрудников и с таким огромным количеством брендов. Известно что одно, что 18 заводов у компании Danone и 100 тысяч сотрудников, и оценка сделки 1 миллиард евро. Ну, я вам по секрету скажу, что, скорее всего, это передача менеджменту, да, с опционом обратного выкупа в течение 6 лет. Так обычно оформляется а-ля уход иностранцев из России. Уход ли это или не уход, мы не знаем, потому что опцион предполагает безусловное право по первому же требованию так выкупить бизнес обратно. Продажа ли это бизнеса? Ну, скорее нет, это такая, сделка завуалирующая, да, вот эта вот продажа. Она позволяет компании Danone произвести так называемую деконсолидацию бизнеса, чтобы регулятор, который во Франции требует не иметь активность в России, он был бы спокоен. Друзья, а сейчас информация для тех, кто хочет в эти непростые времена воспользоваться вот этой турбуленцией и поправить свое финансовое положение. Внимательно слушайте и записывайте. 3-дневный интенсив «Замри или действуй» с Игорем Рыбаковым и мастерами X10 Academy. Вы по названию этого интенсива сами все понимаете. Замри или действуй. Если замрешь, ничего не будет. Скорее всего, все потеряешь, и кто-то заработает, наживется на этом, на тебе наживется, а ты нет, потому что ты замер. Или действуй. А вот в действиях тебе потребуются проводники. Поэтому приходи, мы тебя научим, подскажем. Мы умеем действовать в турбуленции, и мы поделимся с тобой всеми своими практиками. Итак, на интенсиве примут участие Ирик Алаяров, факультет производства, Виталий Тейн, факультет маркетплейсы, Антон Сажин, факультет онлайн-образования, ну и, конечно же, Игорь Рыбаков, факультет миллиардный бизнес. Я бы на вашем месте, да, вот пошел бы сразу на факультет миллиардный бизнес. С него есть как раз охват и производства, и маркетплейсов, и то, и то. Как говорится, когда мне предлагают выбор, я окину взглядом, так скажу, я выбираю и то, и это, и вот это, и еще вообще все остальное, про что вы мне не сказали, я тоже выбираю. Ссылка на интенсив в описании, проходи прямо сейчас, регистрируйся, место свое занимай поскорее, чтобы тот, кто тоже хочет занять твое место, не успел. Ну, ты меня понял. В четверг в Москве произошло заседание Кабинета министров. Михаил Мишустин заявил: от 3 до 7 лет, вы не волнуйтесь, это выделит 29 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет. А то вы все там сейчас слушают от 3 до 7 лет и сразу такие напрягаются. Вы не напрягайтесь, это абсолютно позитивные новости от Михаила Мишустина. Далее идем. Россия может стать главным экспортером подсолнечного масла в мире, а себя обеспечить более чем на 200%. Что такое обеспечить себя на 200%? Я вообще не понимаю. Это в смысле влить в себя в 2 раза больше, чем мне надо, что ли? И что, я такой, я масло влил.
Ну, наверное, это в смысле, что избыток производства у нас такой, да, что вот целое вот множество вагонов цистерн мы сможем отправлять куда-то по миру. И это очень здорово. Продовольствие нынче в цене, и оно будет расти. Дело в том, что ожидается в следующие 15 лет огромный дефицит продовольствия в мире. Население это растет вот так, а производство продуктов не так растет, поэтому цены будут расти, поэтому это хорошо. Также Михаил Мишустин сказал, что 4 миллиарда рублей будет выделено на строительство школ и детских садов. Смотрите, вроде новость вот дельная, смотрите, деньги на школы и сады. Однако я сам строю сады и школы, и вот чтобы построить очень небольшую школу, play school, да, садик, школу, нужно 500 миллионов рублей. А чтобы, среднюю, нужно 2 миллиарда рублей. То есть это 4 миллиарда рублей, это на 2 школы. Знаете, поводы не очень весомые по деньгам, да, но у меня сложилось впечатление, что это такие инфоповоды в целом, чтобы было понятно. Семьи поддерживаем, кушать будет что, и более того, экспортировать будем не нефть и газ, раз там эмбарго и так далее, а продовольствие, а на продовольствие как бы нет прямых там запретов каких-то в мире, да, ну и, конечно же, выделяем деньги на образование. И в принципе, да, такая новостная повестка хорошего фона. На самом деле, если бы все предприниматели, бизнесмены, да, руководители постоянно бы выделяли деньги на бесплатные обеды в своих компаниях и заводах и фабриках, раз, поддерживали бы семьи, да, понятно, да, вот мотайте на ус, да, и строили бы школы и детские сады, то жизнь бы наша наладилась. Может, начнем уже, а? Вот я, например, уже начал. В России закончился период падения цен, который наблюдался с мая по сентябрь. Об этом говорится в таких вот исследованиях, которые называются «Оценка трендовой инфляции в сентябре 2022 года», опубликованные на сайте Центрального банка. Чувствуете, как документик называется? Оценка трендовой инфляции. Будьте сейчас особо внимательны, я сейчас все поясню. Итак, сентябрьские показатели твердо указывают на окончание периода корректировки цен, то есть после их резкого роста весной, помните, да? Все помнят, да? Ощутили на своих кошельках и на задницах, да? Была небольшая, так сказать, коррекция вниз, а теперь эта коррекция вниз закончилась, и что? Конечно, все развернулось вперед, поэтому будет, ребята, инфляция. Центральный банк завуалированно всех предупредил. И связано это, в частности, с тем, что пополнение российского бюджета ценами от энергоносителей, налогами, которые там от импорта и так далее, тоже закончилось. В 2023 году ожидается очень много вопросов, как будет наполняться российский бюджет, а это приведет к тому, что, скорее всего, он будет наполняться чем? Эмиссией. Ну, так, деньги подпечатали и вот наполнили. А это же на что придет? Это инфляционное давление и так далее. Вот. Я уверен, что Центральный банк будет делать все дозированно, вот так вот, корректно, аккуратно и так далее, но, тем не менее, уже сейчас Центральный банк говорит, инфляция будет. Поэтому не ждите продолжения падения цен. Ежели кто-то собирался купить строительные материалы, да, от компании Технониколь, вы помните, да, покупайте сейчас. Цены вниз больше не пойдут, только вперед. Не сидите на кубышке, не сидите на деньгах. Знаете, что если деньги у вас лежат в банке, то это не ваши деньги, понимаете? В любой момент они пожираемые инфляцией или сгораются, или банк грохнется и так далее. Не сидите на деньгах, инвестируйте деньги всегда в улучшение качества своей жизни, в повышение своей компетенции. Ну, я уже сказал там про Экзистенс Академию, да, ну, может быть, улучшение жилищных условий и так далее. Ну, в общем, купите себе что-нибудь приятное, побалуйте себя чем-нибудь, да, но только, пожалуйста, не сидите на кубышке, деньги все равно сгорят. На этой неделе состоялась энергетическая неделя. Тавтология, но, в общем, как есть, так и говорю. Выступал Александр Новак и на правах, так сказать, представителя энергетической державы мира России комментировал события в мире в энергетике. В частности, он сказал, что инвестиции в этом году с типичных 700 миллиардов долларов, значит, в инфраструктуру нефтедобычи, энерго, там вот этого всего дела, снизились до 300 миллиардов. И, по его мнению, это привело уже к проблемам в отрасли, а приведет к еще большим проблемам. Также он заявил, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые ввели потолок цен для России. Ну, чисто принципиально. Ввели потолок, все. Западный мир вводит вот эти вот коллективные санкции, эмбарго и говорит, что цена на нефть будет ограничена, ну, примерно там 60 долларами. Что это означает? Что если кто-то присоединится к этому,
то Россия скажет, мы не будем вам поставлять. Однако я так скажу, себестоимость добычи нефти где-то 30-40 долларов. И в принципе 60 долларов это, ну, такая цена на грани такой, ну, это прибыльно, да, но не очень прибыльно, как 100 или как 90, да, но в общем-то прибыль. Поэтому сейчас идет такая расторговка, и это, скажем так, поиск баланса. Ребят, в любом случае, так сказать, нефти людям нужна, потребление нефти растет, вот эта вот вся экологическая повестка, там, типа отказ от углеводородных источников, там, электричество и так далее, это все фуфло полное. Я подчеркиваю, если кто до сих пор не понимает, что это фуфел, это все фуфел, это способ нагружать честных налогоплательщиков на то, чтобы они, в общем-то, как бы на уши лапшу себе вот эту вот вешали и так далее. Поэтому, ребят, спрос на нефть будет расти, просто этот спрос будет не линейно расти, а как-то вот так, будут кризисы и колебания, но российская нефть точно найдет своего потребителя. Вот. По какой цене, ну, увидим. Я топлю за то, что все-таки, ну, люди договорятся, найдут какую-то комбинацию, там, нефть будет продаваться, деньги будут, и российский бюджет не засохнет. Протекции, усиление регуляции как естественный ответ на кризисные явления в российской экономике. Почту России предложили сделать единственным доставщиком пенсий в России. А почему? А потому что Почта России хронически недозагружена. Нету доходов, и данная организация не получает доходов на посреднические услуги, там, доставок и так далее, ну, она просто рассыпается, нечем платить сотрудникам Почты России. Поэтому регулятор предлагает закрепить доставку пенсий, да, за конкретной вот организацией Почты России, чтобы поддержать экономику этой организации. Решение верное. Протекторат, регуляция — это, ну, единственно возможный вариант, когда вот, ну, все становится рыхлым и все сыпется, да, рыночное регулирование или подстройка уже не успевает. И реально необходимо применять какие-то вот такие вот регуляторные меры автократического свойства. Вот, пожалуйста. И я вам так скажу, их все будет больше и больше. Поэтому готовьтесь, не скулите, если что-то будет сильно меняться в той зоне, где вы привыкли, что вот все меняется как-то, ну, там, медленно, много рыночных игроков, вы всегда можете выбрать, с кем работать и так далее. Ребят, завтра будет один игрок, вот, один, да, вот, слушай, хочешь бери, хочешь не бери, да, вот все. Как в Советском Союзе были два телеканала, вот первый и второй, да, хочешь смотреть телевизор, да, хоть 500 каналов, да, но всего на 2 каналах. Все, включил, а там обычно что там? Вот, либо то, либо это. Вот так и жили нормально, да. Кстати, напишите мне комментарий, кто застал те времена, у кого бабушки, дедушки до сих пор вспоминают вот с каким-то, вот такой, с ностальжией эти времена, да, напишите мне. А может, кстати, пожилые люди тоже меня смотрят. Я вот вижу по статистике, 7% людей, кому за 50 меня смотрят, напишите мне, как было хорошо, да, 2 канала, а сейчас хрен поймешь, телек смотришь, все, выключаешь сразу, там столько каналов, что смотреть непонятно. Поэтому я, например, телек уже не смотрю лет 10, а вы? Напишите мне, если смотрите телек, напишите мне, хорошо ли было, когда было всего 2 канала, но готовьтесь к тому, что скоро нас с вами это ждет. Вот видите, пенсии теперь будут носить только Почта России, значит, сериалы мы будем смотреть скоро только на ОКО, да, и так далее. Продажи новых айфонов обрушились в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Представляете, да? Я вот сегодня, кстати, новый купил там за 180 тысяч, ужас, я говорю, понятно, что за такие деньги. Некоторых зарплата, значит, 30 тысяч, значит, получается 6 месяцев зарплата, полгода работы, чтобы iPhone купить. Это куда? Поэтому я считаю, вообще бойкот надо объявить этому айфону, или как там, это компания Apple. Что это за цены такие? Или бойкот объявить работодателю, который платит 30 тысяч рублей. Что это за зарплата? Я бы на вашем месте реально не с Apple разговаривал, потому что твердо бесполезно, да, а влиял бы на то, на что вы повлиять реально можете. Не соглашайтесь на низкую зарплату и вообще ориентируйтесь на следующее. Вот если вот iPhone топовой модели сейчас стоит 180 тысяч, вот ориентируйтесь, что ваш таргет, чтобы вы в месяц зарабатывали не менее чем такую сумму. Вот вам задача, вот вам упражнение, действуйте. Я буду вашим проводником, наставником и так далее. Здесь, на YouTube-канале, я даю бесплатные, еженедельные советы, как улучшить свою жизнь,
как не просрать возможности, как не зависнуть в многодумании, как не момент. Понятно? Поэтому давайте вместе размножать хорошее, чтобы плохому места просто не осталось. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй лун, чтобы не загореться заживо в этом